Всем привет! Собственно, наше сегодняшнее видео посвящается достаточно редкому телефону Nokia N91, особенно в комплектации Music Edition. Собственно, сам телефон. Хочу начать из отличий, о которых я сказал. Music Edition. Чем она отличалась вообще от обычной Nokia N91? Nokia N91 была обычной комплектацией с серебристым корпусом, и в ней был 4-гигабайтовый жесткий диск. В данном телефоне жесткий диск 8 гигабайт. 8 гигабайт, и корпус идет не серебристого цвета, корпус идет вот такого графитового цвета. Ну и, собственно, по отличиям, пожалуй, все. Данный телефон, я хочу сказать, что не совсем он таким всегда был. Нельзя сказать, что у него плохое состояние, нельзя сказать, что у него сильно хорошее состояние. Но если увидеть то, из чего он сделан, то действительно можно понять, что перед нами достаточно крутой экземпляр. Вот, собственно, почему. Вот телефон, из которого это было сделано. Этот телефон мне верно служил очень-очень-очень-очень много лет. И, собственно, к такому состоянию ужасному он шел не один день, не один год. Он царапался, он достаточно суровой эксплуатации был. И как бы последней точкой было то, что при падении с велосипеда у него сорвала часть корпуса, разбился экран. И как результат мы видим вообще трупа, скажем так. Что было сделано? Этот телефон долго-долго лежал, около 5 лет он лежал в тумбочке, с ним ничего не делалось, он просто лежал. И вот недавно, пару месяцев назад, я увидел, что продается такой же телефон, я имею в виду именно Nokia N91 8-гигабайтовая. У нее были залиты внутренности водой. То есть, как аппарат, технически она вообще была непригодна. Но визуально вот она выглядела так, как первый экземпляр, который я показывал. Собственно, это и есть его оболочка. Я взял железо из вот этого телефона и пересыпал его в корпус нокиевский, посвежее, посимпатичней. И как бы на выходе получил оригинальную Nokia, оригинальную в том плане, что не использовали запчасти никакие там китайские или еще что-то, какое-то барахло. И согласитесь со мной, какой бы оригинал бы из Китая не подогнали бы, вернее, не оригинал, а копию под оригинал, но никогда она не будет такой, как оригинальная Nokia. Приступим. Основным, скажем, побуждающим мотивом для снятия этого видео было у меня то, что я на своей шкуре прочувствовал, как этот телефон найти тяжело. В более-менее хорошем состоянии, более-менее живой, и в общем, что телефон редкий. Раз, во-вторых, конечно, это, как и у большинства есть свои вещи, это часть моих воспоминаний, часть юности моей. И как бы я скучаю немножко по тому времени, когда вот эти телефоны были там старше этих, там новее немножко этих, как раз когда была вот эта эпоха как бы прогресса мобильного. Потому что буквально каждые полгода-год какая-то новая штука появлялась, которой можно было впечатлить. Сейчас так или иначе мы вышли более-менее на какую-то определенную модель телефоностроения, скажем, то есть это сенсорный телефон, моноблок, которые плюс-минус между собой отличаются, мощнее, то, другое, больше пикселей, но технологии в принципе остаются одними и тем же. То есть, скажем, каких-то кардинально новых стандартов, связи, вот как был Bluetooth, он так и остался. Как были камеры, они такими и остались, но имеют возможность записи в большем разрешении. Дисплеи стали большее количество точек. В принципе, все это то же самое.
поменялись операционные системы. В этом плане, да, мы продвинулись дальше. Но каких-то новых стандартов там связи или еще чего-то там, ну, не появилось. Собственно, под стандартной связи я подразумевал именно протоколы, то есть был когда-то такой протокол инфраред, это инфракрасный порт, все помнят, эти мелодии передавали, картинки, все такое. Потом появился Bluetooth, это было, конечно, ноу-хау, но как бы вот дальше Bluetooth мы не пошли, как бы, ну, Wi-Fi, да. А Wi-Fi, ну, нужно отдать должное, то, что Wi-Fi мы больше пользуемся для интернета, а не для обмена данными между самими машинами, между аппаратами. Я отлучился на кое-какое время. У нас уже за окном темно, и освещение немножко похуже. Но, во всяком случае, мы сконцентрированы в кадре только на телефоне. Давайте, наверное, будем переходить, собственно, ко включению телефона. Угу. Так, ну, заставка, наверное, по которой многие пользователи Nokia сейчас будут скучать. И, наверное, в общем скучают. Грузится немножко дольше обычной Nokia в силу того, что запускается еще жесткий диск. И как бы основной обмен данными идет жесткого диска. Ну, такое, но это не критично. В принципе, вот и все. Пошла загрузка. Ну и всеми любимая заставка. Что ж, за сам телефон я должен вам сказать то, что, ну, телефон богат функционалом, в принципе, даже не только по тому времени, а и сейчас. На что как бы стоит обратить внимание? В первую очередь это 8-гигабайтовый жесткий диск. Это в первую очередь. Второе, что это 2-мегапиксельная камера. 2-мегапиксельная камера, скажем, особо не выделяется фотографиями, но, конечно, очень сильно впечатляет видео. Видео я добавлю. Вы сможете оценить то, что видео в разрешении 320 на 240, оно куда будет лучше, оно будет гораздо лучше, чем в то время записывали Samsung, потому что картинка цельная, количество кадров в секунду больше, ну и опять-таки цветопередача, она более естественная у данного телефона. Еще из одних таких классных достопримечательностей то, что уже здесь Bluetooth идет с возможностью A2DP, это передача стереозвука по протоколу Bluetooth. Ну, как бы для тех, кто как бы не особо знает это, потому что большинство, может быть, и думает, что по Bluetooth всегда можно было слушать стерео, но как-то оно не так. На что хочу еще обратить внимание, то что в телефоне есть Wi-Fi приемник. То есть, в принципе, как и любым современным телефоном, можно пользоваться интернетом, выходя в интернет, используя Wi-Fi. Также есть возможность использования GPS-трекера как навигационного устройства, которое тоже работает по Bluetooth. Есть встроенные здесь приложения, которое позволяет загрузить карты, все такое. Но вот только для навигации, для определения геоданных нужно использовать, естественно, трекер. Из приятных таких моментов я хочу отметить то, что действительно классный звук в телефоне. Классный звук не в плане того, как звучит динамик, потому что динамик как раз здесь слабый. Здесь нужно откровенно говорить, динамик здесь слабый, никаких тут басов не хватает, и высоко не очень звучит. Я для демонстрации сейчас включу, но прежде я хочу сказать то, что этот телефон обалденно звучит в наушниках. В наушниках он действительно звучит круто. Круто даже по сравнению с iPod, который у меня сейчас есть последнего поколения, который далеко не так мощно звучит, не так громко и не так качественно. Ну, собственно, касательно звука, сам телефон.
что из себя представляет. Звук приблизительно такой. Сейчас он жесткий загрузится. Открылись. Ну, громко, может быть, были многие телефоны гораздо громче, но в принципе о качестве звука не стоит говорить, если говорить о динамике, потому что качества как такового тут нету. Можно говорить только о громкости, как о характеристике звука. Но картина резко меняется, когда пользуются наушниками. Если мы, кстати, вот наушники оригинальные, которые шли в комплекте, нокиевские, они бомбезные, они мощные. Вот если даже их сравнивать с айподовскими, они гораздо громче звучат, они классно звучат. Ну, сейчас в силу того, что они как бы устали, мембраны эти расшатались, они сейчас и хрипеть начали, и все такое, как бы я ими не пользуюсь сейчас. Ну, разве что вот пультиком можно пользоваться, отсоединить, и как бы сюда любые наушники вставлять, и брать себе и слушать, как бы не доставая телефон из кармана. Сам штекер из себя представляет вот такой. В свое время, если не ошибаюсь, такие были на айподах с дополнительным контактом, вот таким специальным для управления. И, собственно, это позволяет некоторые айподовские примочки использовать данного телефона. Типа FM-трансмиттера, который можно было сюда подключить, и тому подобное. Ну, собственно, можно так. И потом в наш пультик включать обычные наушники 3,5 мм. Но, собственно говоря, ничего нам не мешает и сразу сюда вставить 3,5 мм. Для примера я беру айподовские наушники, ну, хорошо всем знакомые, неплохой в принципе звук. Конечно, стоимость, как по мне, далеко не соответствует реальному качеству. Есть и косы, есть другие наушники за эти деньги, которые класснее звучат. Ну, ладно, это уже другой разговор. Касательно звука, хочу как бы обратить внимание на то, что в данном видео, ну, как бы и в любом бы другом видео, я кроме как продемонстрировать громкость я не могу. Для того, чтобы услышать, можно слушать самим, но хотя бы с позиции того, что насколько усилитель мощный, это можно очень хорошо услышать, это можно даже в видеоролике прочувствовать. Сейчас я как бы намеренно делаю громкость совсем небольшую. Наш наушник, запускаем музыку. Ну, как бы на такой громкости, естественно, ничего там не слышно. Но сейчас где-то половина громкости. Половина. Ну вот, 3/4. Мне кажется, что не слабо орет. Попробуем на полную. Ну, как так, собственно. То есть даже исходя из видео можно услышать, что звук очень мощный, звук очень громкий, но только в реальности можно воспользоваться наушниками и услышать, что он мало того, что он еще мощный, он еще очень качественный. С заводской комплектацией, помимо того, что у меня досталось наушники, как бы досталось, я неправильно говорю, у меня телефон куплен был новый, то есть все то, что было в заводской комплектации, оно у меня есть, оно присутствует. Есть вот такая замечательная подставка, которая играет роль зарядки. Классная, тяжелая, увесистая, металлическая. Сзади надпись Nokia, ну, которая греет душу.
Ну, собственно, хочу обратить еще на что внимание, то, что как бы первое, к чему потянулись мои руки, когда я телефон этот более-менее вот такое состояние приглядное привел, опять-таки, хотя бы просто в нем начал работать экран, можно было увидеть, что там происходит, в отличие от того, что вы видели в начале видео. Я захотел в первую очередь открыть видеоролик, который тут был предустановлен заводом. Скажем так, это не особенность именно данной модели телефона, что тут какое-то там особое видео для него было сделано. Оно особенное, оно классное, но, наверное, многие согласятся со мной, что на всех Nokia или все рекламы Nokia были продуманы и были сделаны таким образом, что их было классно смотреть, и когда их смотрели, как бы, ну, люди думали не просто о продукции Nokia как таковой, они думали о том, что эта вещь может стать частью их жизни, как в этом ролике моментами мелькают слоганы, такие как слышать по-новому, видеть по-новому, чувствовать новое. Приступим к просмотру видео, а то меня что-то пробило на лирику немного. Вот наше видео, Nokia N-Series. Ну, приятного просмотра всем. Open the world of multimedia. Meet the new Nokia N-Series. Ну, наверное, после просмотра данного видео мало кто остался равнодушным. Скажем, в этом телефоне много прикольных разных штук. О них можно говорить много, их можно зайти посмотреть на каком-то там сайте, почитать там что-то за телефон. Но тот, у кого этот телефон в свое время был, он у каждого, скажем, свой. И у каждого свои воспоминания, и каждый любит его за различные его возможности. Кто-то, как некоторые мои знакомые, пользуются только камерой, и они, наверное, наибольшая как бы ценность предоставляли в этом телефоне. Я пользовался здесь, в принципе, только музыкой. Ну, изредка там фотографировал, видео записывал. Ну, конечно, телефон особенный, и есть много различных функций, и он необычный. Его внешность тоже не может оставить нас равнодушными. Даже момент, когда просто разговариваешь там с кем-то, там, берешь трубку, там, редко приходилось брать трубку, раз, там, нажимать именно кнопку зелененькую, брать и разговаривать так. В основном всегда это происходило, и это каждый раз, как, не знаю, способ показать себя был. Это откидываешь флип, телефон становится почти в 2 раза больше, ты его подводишь так круто к уху и разговариваешь. Когда разговариваешь, закончил говорить, то потом или рукой закрываешь флип, или там, я не знаю, там как-то по-другому, там как-то там думаешь. Неважно, но телефонов таких действительно больше не было. Другие как бы производители, ну вот подобного никто как бы ничего не делал, и, конечно, иметь что-то вот такое особенное и никогда не надоедало каждый день им пользоваться, и никогда я, скажем, не забывал о том, что это действительно вещь особенная и такая, что отличается от обычного как бы рядового стандартного телефона. Среди прочих радостей, как бы, хочу показать, чем обладали в то время операционные системы мобильные. В данной ситуации это Symbian, что
как бы они стояли как раз у порога там первых 3D игр, первых, скажем, таких вот действительно каких-то впечатляющих прорывов. Сейчас этим, конечно, не удивишь, но если представить себе на момент 2006-2007 года, как это было, то, ну, пожалуй, это было действительно круто. Вот своего рода такая 3D графика. Надеюсь, сейчас это все недолго будет. Загрузка, все дела. Ага, это... То есть, в принципе, даже ничего себе такая графика по тем временам. Всякие тут миссии проходить, всякое. Ну, как в любой игре. В общем, говорить можно очень много, и в техническом плане основные особенности я этого телефона назвал. Как бы, то есть наличие жесткого диска, это очень-очень мощный усилитель. Лично я больше ни в одном устройстве такого усилителя мощного не слышал. Это классная камера, которая небольшое разрешение ее, но она пишет очень качественное видео. А в целом, по начинке, конечно, это такая же Nokia, как и многие другие, многие Nokia N-серии, под таким же самым управлением Symbian. То есть основные функции, которыми обладает, я перечислил. Основные функции и, скажем, основные отличительные характеристики от того времени телефонов. Наличие флипа, которого больше не было ни в одном телефоне. Наличие жесткого диска 8 гигабайт, насколько я знаю, тоже не было ни в одном телефоне. Наличие вот этого классного мини-USB, что было очень удобно, так как и плеера тогда на мини-USB в основном были, и телефон был на мини-USB, я никогда не парился, я всегда пользовался одним проводом. И это было очень надежно. Ну, также наличие классной камеры. Всем, кому понравился просмотр, можете поставить лайки, можете не ставить лайки. Если я вам напомнил что-то хорошее, что-то приятное, или вам просто понравился обзор, заходите ко мне на канал, смотрите еще другие видео, может быть будут другие телефоны. Я не планирую этим серьезно заниматься, потому поделился пока что тем, чем есть. Все. Всем большое спасибо.